Привет, друзья! Пенсия в Германии этим летом входит в фазу существенной трансформации. Пока правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца разворачивает масштабную реформу системы, чтобы адаптировать ее к экономическим реалиям, уже официально объявлено: с 1 июля выплаты вырастут на 4,24%. Это решение превзошло первоначальные ожидания экспертов, напомню, которые прогнозировали лишь 3,7%. И стало возможным это благодаря стабильному росту зарплат. Однако за радостными заголовками скрывается бюрократическая процедура, которая требует от вас внимательности при проверке документов. В середине июня стартует масштабная кампания. Немецкое пенсионное страхование ДРФА начнет рассылать 21 миллион уведомлений. Такое письмо – это официальный документ, подтверждающий ваш перерасчет и право на новые суммы. Важный здесь нюанс: на этих письмах часто отсутствует конкретная дата выдачи. Ведомство объясняет это тем, что процесс рассылки занимает до 6 недель, и поставить одно число для всех технически невозможно. Но для вас это создает важный момент контроля. В немецком праве, вы знаете, срок для подачи возражения жестко ограничен. Если в расчете есть неточности, а дата получения не зафиксирована, доказать свою позицию и добиться пересмотра может быть сложнее. Я вам советую просто отмечать дату получения прямо на конверте или самом бланке. Давайте разберем, что именно вы увидите в этом уведомлении и на что стоит смотреть в первую очередь. Документ содержит данные о вашем брутто-размере, сумме до вычетов, а также детальный расчет удержаний на медицинское страхование и страхование по уходу. Сегодня особенно важно проверить 3 ключевых аспекта. Во-первых, пенсионные баллы. Это валюта вашей будущей старости, где 1 балл теперь стоит, напомню, 42,52 евро вместо прежних 40,79. Во-вторых, страховые периоды. Проверьте, учтены ли все годы вашей работы. В-третьих, оценка нестраховых этапов, таких как учеба, служба в армии или периоды воспитания детей. Часто именно здесь могут встречаться расхождения, из-за которых итоговая ваша сумма отличается от ожидаемой. Сравните данные с прошлым годом. Если прибавка не соответствует формуле, ваша пенсия умножить на 1,0424 – это повод для обращения в ведомство. Многие совершают классическую ошибку, смотрят только на итоговую сумму прибавки в евро, игнорируя остальное содержание письма. Однако именно в этом первом уведомлении нередко могут скрываться неточности в данных. Если их не выявить сразу, они могут перейти в последующий расчет и со временем влиять на размер выплат. Давайте разберем, где именно пенсионная служба чаще всего допускает расхождения. Настоящая серая, я бы так назвал, зона – это периоды, связанные с воспитанием детей. По закону, за каждого ребенка вам могут начислить до 3 лет стажа, что существенно влияет на итоговую выплату. Также аналитики фиксируют неточности при оценке времени профессионального обучения или учебы в университете. Отдельная категория риска – это люди, которые работали на территории бывшей ГДР, а затем переехали в западные земли. Пересчет восточного стажа по западным стандартам – эта процедура на самом деле сложная, и здесь даже небольшая ошибка в коэффициентах может приводить к потере части начислений в годовом выражении. Но хорошая новость в том, что закон предусматривает возможность исправления таких ситуаций. У вас есть право подать официальное возражение в течение 1 месяца с того момента, как вы узнали об ошибке. Хотя немецкое пенсионное страхование ДРФА часто рассматривает обращение и вне этого срока, в отдельных случаях лучше не затягивать. Все инструкции, включая адрес нужного вам отдела, прописаны в самом конце письма в блоке «Ваши права». Что же делать, если время упущено? Даже если с момента получения уведомления прошли месяцы или даже годы, у вас остается возможность подать заявление на пересмотр дела. Если вы обнаружите, что стаж был посчитан неверно, ведомство может пересмотреть решение и выплатить разницу уже задним числом.
Правда, здесь действуют ограничения. Компенсацию обычно можно получить не более чем за 4 предыдущих года. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы изучить свои документы прямо сейчас, не дожидаясь, пока инфляция или время окончательно снизит реальную ценность ваших накоплений. Пока же пенсионные ведомства разбираются с архивами и рассылают уведомления, правительство в Берлине в экстренном порядке переключает свое внимание на другую острую проблему, которая буквально высасывает деньги из карманов каждого жителя страны. Это стоимость нашей с вами жизни и цены на заправках. Сегодня ситуация с энергоносителями достигла той точки, когда политики больше не могут ограничиваться словами сочувствия. Вчера, в понедельник, 13 апреля, Фридрих Мерц озвучил план, который должен дать передышку миллионам автомобилистов и транспортным компаниям. Коалиция, объединившая ХДС, ХСС и социал-демократов из ДПГ, готовит временное, но существенное снижение энергетического налога. План амбициозный, то есть в течение ближайших 2 месяцев фискальная нагрузка на литр бензина и дизеля будет снижена примерно на 17 центов. Канцлер подчеркнул, что правительство осознает текущее экономическое положение и рассчитывает, что эта скидка в полном объеме дойдет до конечного покупателя, а не будет частично поглощена на уровне цепочки поставок. Анализируя этот шаг, важно понимать масштаб вливаний. Общая сумма финансовой поддержки оценивается примерно в 1 600 000 000 евро. Это часть более широкого антикризисного пакета. Одной из самых обсуждаемых мер стала инициатива по выплате бонуса за инфляцию в размере до 1000 евро на одного человека. В текущем году компаниям разрешат выплачивать эту сумму своим сотрудникам без дополнительных налоговых удержаний или взноса в фонды социального страхования. То есть, по сути, это способ быстро поддержать ликвидность в экономике, минуя сложную бюрократическую цепочку перерасчета окладов. Однако в немецкой политике не бывает решений без сопутствующих последствий для бюджета. Чтобы компенсировать образовавшуюся нагрузку, правительство Мерца намерено применить классический налог на вредные привычки. Планируется повышение акцизов на табачные изделия. Таким образом, государство просто перераспределяет финансовое давление между разными группами населения. Сравните этот подход с мерами 2-летней давности. Тогда, помните, поддержка была более адресной, сейчас же власти делают ставку на массовое вливание средств в экономику. Это создает в свою очередь интересный такой прецедент. Впервые за долгое время правительство Мерца идет на столь существенное снижение налоговой нагрузки, пусть и временно, пытаясь снизить риск социального напряжения из-за цен на энергию. Но триггером для столь экстренных действий правительства стал беспрецедентный хаос на мировом энергетическом рынке. После обострения напряженности между Соединенными Штатами Америки, Израилем и Ираном 28 февраля нефтяные котировки буквально сорвались с цепи. Анализ ситуации на немецких заправках показывает шокирующую динамику. Всего за 1,5 месяца средняя стоимость литра дизельного топлива в стране взлетела аж на 70 центов. Владельцы бензиновых авто пострадали немного меньше, марка Super E10 прибавила в цене более 40 центов. Такие скачки за столь короткий период ставят под удар и саму логистику, и стабильность цен на базовые продукты питания. Весь минувший уикенд лидеры коалиционных партий провели в закрытых кабинетах, пытаясь найти компромисс. Переговоры были крайне напряженные, между ХДС и социал-демократами существовали, кстати, серьезные разногласия по поводу того, как именно распределять бюджетные средства. Лишь в ночь на понедельник удалось поставить точку в спорах. Фридрих Мерц, комментируя итоги встречи, выразил надежду на сохранение рабочего климата внутри правительства, признав, что последняя неделя стала серьезным испытанием для коалиции. По сути, политики оказались прижаты к стене, отсутствие быстрых решений могло серьезно осложнить работу транспортной системы страны. Если же проводить исторические параллели, то Германия уже проходила, я вам напомню, через подобный сценарий в 2022 году. Тогдашнее правительство тоже применяло механизм топливной скидки, снижая налоги до минимально допустимых в Европе значений на 3 месяца.
Статистические данные того периода подтвердили эффективность меры. Реальная цена на табло АЗС туда действительно пошла вниз, несмотря на скепсис многих экономистов. Однако сейчас ситуация, вы знаете, сложнее из-за более напряженной обстановки в отношениях с Ираном. Власти пытаются повторить старый механизм, надеясь, что временная передышка в эти 17 центов позволит рынку адаптироваться и избежать дефицита горючего в разгар весенне-летнего сезона. Но, несмотря на кажущуюся привлекательность дешевого вроде бы бензина, этот план правительства вызывает у экспертов серьезные опасения. Если, например, анализировать опыт прошлых лет, у такой щедрости есть и обратная сторона, за которую в итоге расплачиваются сами налогоплательщики. Когда государство искусственно занижает цену, спрос на топливо на самом деле не падает, нет, но порой даже растет, у людей пропадает стимул экономить. В итоге миллиарды из бюджета уходят на то, чтобы просто поддерживать привычный уровень потребления, вместо того, чтобы вкладывать эти средства в долгосрочную энергетическую устойчивость. Министр экономики Райхи открыто выступила против этой инициативы, приводя в пример соседние страны. В Италии и Австрии аналогичные налоговые послабления не всегда приводили к ожидаемому снижению цен на заправках. Там часть эффекта могла быть сглажена за счет рыночной динамики, и ценники оставались относительно высокими. Экономисты сегодня выдвигают 3 аргумента против стратегии Фридриха Мерца. Во-первых, это отсутствие адресности. Скидку получают абсолютно все, включая владельцев дорогих автомобилей, которые в поддержке вообще не нуждаются. Во-вторых, размывается экологический стимул, экономия ресурсов становится менее приоритетной. И в-третьих, у населения формируется такое ощущение, что государство может бесконечно компенсировать любые рыночные колебания за счет бюджета. Ситуация осложняется еще тем, что корень проблемы лежит далеко за пределами самого Берлина. Ограничения в одном из ключевых морских маршрутов для поставок нефти продолжаются, а дипломатический диалог между крупными игроками полностью зашел в тупик. На этом фоне Дональд Трамп сделал прогноз, что топливный кризис может сохраниться и даже усилиться вплоть до президентских выборов в США в ноябре. В такой перспективе двухмесячная скидка в Германии выглядит как попытка временно сгладить удар по рынку. Средств будет потрачено много, а вот хватит ли этого эффекта до конца года как минимум, когда геополитическое напряжение может выйти на новый пик, остается открытым вопросом. В то время как правительство обещает временные льготы на топливо, социальная сфера готовится тоже к изменениям правил, которые коснутся сбережений миллионов людей. В Германии назревает фундаментальная реформа социальной помощи. С 1 июля планируется переход от привычного пособия Bürgergeld к новой системе базового обеспечения Grundsicherung. Это начало периода более строгих требований и экономии. Основной удар приходится по тем, кто годами формировал накопления на старость через современные финансовые инструменты, такие как ETF. Давайте объясню вам простыми словами для тех, кто не знаком с биржевой терминологией. ETF – это своего рода такой общий фонд или, скажем, корзина, в которой собраны акции сотен разных компаний. Вместо того, чтобы покупать бумаги одной фирмы и брать на себя повышенный риск, человек просто-напросто берет и инвестирует в такой фонд, распределяя вложения. Для многих это стало современным аналогом пенсионных резервов. Однако по новым правилам Grundsicherung любые накопления в таких фондах будут проверять ведомства с первого дня обращения за поддержкой. Самое существенное изменение – это фактическое сокращение так называемого льготного периода, который, напомню, раньше действовал целый год. По прежним правилам, ваши инвестиции в объеме до 40 тысяч евро в течение первого года получения пособия находились просто под защитой. С июля этот режим полностью отменяется. Если ваши вложения превышают установленный лимит, может возникнуть требование их реализации, даже если рынок находится в глубоком минусе, и это приведет, соответственно, к потере части капитала при вынужденной продаже. Анализ новых лимитов защищенного имущества показывает сокращение также допустимых сумм. С июля для людей старше 51 года порог составит около 15 тысяч евро.
Для молодых категорий цифры еще ниже, до 20 лет разрешено иметь лишь 5000 евро, а в возрасте от 21 до 40 лет 10 тысяч евро. Сравните это с прежними 40 тысячами. Государство фактически существенно уменьшает финансовый резерв для людей старшего возраста. В новой системе социальной помощи превращается в инструмент последней опоры, когда у человека почти не остается накоплений, а любые частные инвестиции могут учитываться в первую очередь. На самом деле логика, которой руководствуется в Министерстве труда при продвижении этой реформы, опирается на принцип социальной справедливости в его наиболее строгом понимании. Новая система базового обеспечения – это не универсальная выплата для многих, а именно экстренная поддержка, формируемая за счет налогов работающих граждан. Позиция властей в текущем периоде достаточно четкая. Государственная помощь предназначена только для тех, кто оказался в критической финансовой ситуации и не располагает ликвидными активами. В немецком юридической практике это описывается как приоритет использования собственных ресурсов. И вот для тех, кто выбрал биржевые фонды, как я говорил, ETF, как инструмент формирования капитала на свою старость, это означает столкновение с более жесткой реальностью поддержки при исчерпании средств. Если ранее государство в ряде случаев относилось к таким накоплениям более мягко в течение первого года, то теперь вы видите, система может требовать использования сначала собственного капитала в первую очередь. Ведомственные структуры в таких ситуациях ориентируются на то, что средства, предназначенные для будущей пенсии, должны быть задействованы для покрытия именно сейчас текущих расходов при обращении за пособием. Если объем активов в вашем портфеле превышает установленный порог, выплаты могут быть приостановлены до момента использования части накопления на базовые нужды, такие как, например, аренда жилья и повседневные ваши расходы. Анализ официальных разъяснений показывает смену подхода. Государство все меньше выступает в роли защитника инвестиционной стратегии граждан. Базовое обеспечение теперь рассматривается как временный механизм поддержки, который предотвращает крайние формы бедности, но при условии, что человек сначала использует, как я сказал, доступные ему финансовые ресурсы, то есть от банковских счетов до инвестиционных фондов. Сравните это с той прежней моделью, где частные накопления в большей степени рассматривались как именно защищенная часть будущего вашего дохода. Теперь же инвестор в Германии оказывается в сложной развилке. Либо он сохраняет свою долгосрочную стратегию и рискует потерять право на поддержку в критический момент, либо использует накопления для текущего выживания, фактически сокращая результаты многолетней финансовой дисциплины. Анализ ситуации сегодня показывает, что в наиболее уязвимом положении окажутся именно те, кто сочетал наемный труд с последовательным финансовым планированием. Представьте, человек годами откладывал по 100-200 евро в биржевые индексы, создавал себе так называемую подушку безопасности, но внезапная потеря работы в текущих условиях может превратить этот актив в тот фактор, влияющий на право получения поддержки. Чтобы получить доступ к базовому обеспечению, накопленный капитал в ряде случаев требуется частично использовать. Однако эксперты указывают на одну правовую особенность. Средства, переведенные в специализированные пенсионные продукты, такие как, например, программа Ристер, имеют особый статус. Такие накопления защищены законодательством и не учитываются при стандартной проверке имущества, поскольку предназначены для выплат после выхода на пенсию. Реформа, которая затронет более 5 миллионов человек, фактически вводит более строгий режим требований. Если раньше центры занятости, джоб-центры могли ограничиваться предупреждениями, то теперь правила становятся более формализированными и требовательными. Троекратный пропуск визита к вашему куратору без документально подтвержденной уважительной причины может привести к приостановке выплат. Более того, привычная справка от семейного врача в ряде случаев может оказаться недостаточной. Ведомство получает право запрашивать официальное заключение от государственного медицинского эксперта. Это государственные врачи, чья задача оценить, действительно ли состояние здоровья препятствует выходу на работу. Политический сигнал из Берлина достаточно однозначен. Марк Бядяч от фракции ХДС-ХСС открыто заявляет,
что эпоха максимальных мягких пособий уходит в прошлое. Новая система, которую Бундесрат должен утвердить к 1 июля текущего года, призвана более четко разграничить людей, которые активно ищут выход из сложной ситуации, и тех, кто длительное время остается в системе поддержки без изменений. По сути, государство усиливает модель контроля, где право на финансовую помощь все больше зависит от соблюдения требований ведомств и приоритета использования собственных ресурсов в кризисной ситуации. Но я вам скажу, что в то время как социальные реформы заставляют пересчитывать ваши сбережения, на немецких дорогах вступают в силу физические ограничения, которые в отдельных ситуациях могут повлиять на работу технических систем контроля скорости. Мало кто из водителей задумывался, что зимние поездки по автобанам в текущем году – это потенциальный повод для проверки корректности автоматических штрафов. Оказывается, высокотехнологичные камеры контроля скорости имеют свои эксплуатационные особенности и могут по-разному вести себя при резких изменениях погоды. При существенных температурных колебаниях точность измерений может снижаться, что иногда становится предметом споров при обжаловании штрафов. Ведущие немецкие адвокаты по дорожному праву подчеркивают, при сильном морозе погрешность прибора может увеличиться, и это учитывается при судебных разбирательствах в отдельных случаях. Анализ технических характеристик популярных мобильных радаров открывает интересные детали. У каждого прибора есть строго определенный рабочий диапазон. Для многих моделей критическими считаются условия при температуре ниже нескольких градусов мороза или при сильной жаре. В этих пределах производители указывают, что точность может отличаться от стандартных значений. Если изучить спецификации все-таки таких компаний, как ФАДС или Интертрав, можно увидеть расширенные диапазоны эксплуатации от минус 20 до плюс 60. Однако важный нюанс в том, что работоспособность устройства и доказательная точность в юридическом процессе не всегда полностью совпадают, и в пограничных условиях возможны спорные ситуации. Судебная практика уже текущего периода подтверждает, при определенных погодных условиях у водителей может появляться дополнительный аргумент для оспаривания этих штрафов. Адвокаты все чаще запрашивают метеорологические данные для контрольных участков дорог, чтобы сопоставить их с технической документацией оборудования. Сравните это с обычной процедурой проверки камеры. Погодный фактор стал одним из элементов, который может учитываться при рассмотрении споров. По сути, если оборудование работает на пределе заявленных условий, результаты его измерений, конечно же, могут требовать дополнительной проверки в рамках апелляции. В юридических кругах сейчас идет активная дискуссия, а можно ли считать выход за температурные рамки, прописанные в паспорте прибора, дополнительным аргументом для оспаривания штрафа в суде. Анализ показывает, что мороз или зной – это лишь часть более широкой картины. Мобильные радары – это такие устройства, чувствительные к условиям эксплуатации. На итоговую цифру в протоколе влияет множество факторов, от погрешности в угле наклона лазера до возможной неточности оператора, который мог неверно закрепить штатив. Добавьте сюда еще плохую видимость из-за густого тумана или солнечные блики, которые могут влиять на работу оптики, и вы получите уравнение с большим количеством переменных. Ситуация с температурными пределами в текущем году остается в серой зоне. С одной стороны, юристы, специализирующиеся на дорожных делах, указывают на порог около минус 3 градусов как на критическую отметку для ряда мобильных систем. С другой стороны, производители электроники, такие как ФАДС или Интертрав, в инструкциях к своим моделям, как я сказал, M5RAD3 или DCOP, заявляют о более широком диапазоне эксплуатации до минус 20. Однако ключевой здесь нюанс. В документации звучит одинаково, точность не гарантируется. Для адвокатов это становится важным таким аргументом, если производитель сам ограничивает гарантию точности при определенных условиях. Возникают вопросы, а насколько такие данные могут использоваться без дополнительной проверки. Пока в Германии нет, скажем так, единого решения Верховного суда по температурным делам, каждый случай рассматривается пока отдельно.
Судьи вынуждены детально изучать протоколы измерений, сопоставляя время фиксации с данными ближайших метеостанций. Сравните это с проверкой документов на саму камеру. Если раньше основное внимание уделяли дате калибровки, то сейчас погодные условия становятся дополнительным элементом оценки обстоятельств дела. Вопрос остался открытым, но для водителя это создает такую потенциальную возможность защиты, если удается обосновать, что в момент фиксации наблюдался экстремальный холод, достоверность изменений может быть поставлена под сомнение, так как прибор в пограничных условиях способен давать отклонения от реальных значений скорости. Но несмотря на физику процессов и риск сбоя в электронике из-за аномальных температур, расслабляться за рулем – это стратегия, которая почти всегда приводит к нежелательным последствиям. И важно осознать разницу. В Германии наряду с мобильными комплексами работают и стационарные колонны, которые рассчитаны на эксплуатацию в широком диапазоне погодных условий и, кстати, часто оснащены системами внутреннего климат-контроля. Простого заявления в суде о том, что на улице был мороз, для отмены штрафа, как правило, недостаточно. В немецком праве действует принцип доказательности. Необходимо представить факты, которые могут вызвать у суда сомнения в точности этих измерений. Такими материалами могут стать записи видеорегистратора с данными температуры или скриншоты погодных сервисов, зафиксированные в конкретный момент и в конкретном месте измерения. Анализируя техническую сторону вопроса, стоит также отметить, что современные системы, такие как M5 RAD3 от компании FADS или DeepCop от Intertraf, имеют значительный запас эксплуатационной устойчивости. Официальные инструкции указывают рабочий диапазон от минус 20 до плюс 60 градусов, как я вначале сказал. В этих пределах приборы оснащены механизмами самодиагностики, которые должны снижать риск некорректной работы при перегреве или переохлаждении. Однако любая техника не застрахована от отклонений, от ошибок оператора, выставившего этот лазер под неверным углом, до бликов на обледенелой линзе. Главный вывод для водителей в Германии сегодня – это если вы получили постановление, а в момент фиксации было экстремально холодно, ниже, скажем, минус 3 градусов, у вас может появиться дополнительный аргумент для проверки корректности измерений. Это основание запросить протокол и уточнить, не работал ли радар в условиях, выходящих за рамки заявленных характеристик. Однако важно также помнить, суды в Германии крайне неохотно отменяют штрафы без серьезных технических подтверждений. Превышение скорости остается рискованным нарушением в любую погоду, и любые возможные технические, скажем так, нюансы следует рассматривать только как инструмент правовой защиты, а не как оправдание нарушения правил. Но давайте все же от разбирательства на автобанах вернемся к повседневным вопросам, которые подстерегают буквально у порога вашего дома. Ведь в Германии даже такая бытовая мелочь, как утилизация отходов, строго регулируется правилами и коммунальными нормами. Сегодня ситуация с мусорными баками в немецких дворах – это четко регламентированная административная сфера. В Германии каждый контейнер привязан к конкретному домохозяйству или, скажем так, к земельному участку, а его вывоз оплачивается жильцами через коммунальные счета. Если вы решите, например, выбросить свой пакет в соседний бак, даже если он стоит открытым и заполнен лишь частично, это может быть расценено как нарушение правил пользования чужой собственностью. В ряде коммун к таким действиям относятся достаточно строго, так как они затрагивают систему оплаты и распределения расходов. Анализ штрафных санкций показывает, что цена такой экономии на собственных баках может оказаться ощутимой. В большинстве городов за первый подобный инцидент могут выписать штраф от 10 до 50 евро. Однако в некоторых регионах местные власти устанавливают более высокие суммы, скажем, до 100 евро. Ситуация становится еще серьезнее, если действия попадают под нормы о незаконной утилизации отходов. Это может произойти, если выбрасывается мусор, требующий отдельной переработки, либо если подобные действия повторяются и игнорируются предупреждения управляющей компании. Особое внимание стоит также уделить уликам, которые могут оказаться в пакетах. В Германии службы контроля в ряде случаев могут также проверять содержимое неправильно утилизированных отходов. Если все-таки внутри обнаруживаются письма, квитанции или рекламные материалы с вашим именем или адресом,
Установить происхождение мусора, как вы понимаете, становится значительно проще. Последствия могут быть особенно неприятными в нескольких ситуациях. Если вы выбросили крупногабаритный мусор или строительные отходы. Если вы нарушили правила сортировки, смешав разные категории отходов. И если это повторное нарушение в течение года. Если найденные данные позволяют установить владельца пакета. Именно в таких случаях сумма штрафа может увеличиваться, превращая обычный ваш пакет с отходами в ощутимое административное нарушение. Для тех, кто превращает использование соседских баков в систему, немецкое законодательство также предусматривает достаточно жесткие финансовые санкции. Анализ муниципальных правил показывает, что если вы не только выбросили пакет в чужой контейнер, а еще нарушили даже нормы сортировки, например, загрузили в бак для остаточного мусора пластик, стекло или другие переработанные фракции, сумма в протоколе может значительно увеличиться. В условиях апреля 2026 года такая строгость объясняется довольно прагматично. Неправильная сортировка может приводить к дополнительным расходам для всего дома, и система старается распределить ответственность более справедливо между жильцами. Чтобы ограничить, скажем так, мусорный туризм, во многих городах Германии, таких как Хайльбронн, начали активно внедрять специальные запорные механизмы. Эти замки на баках ограничивают доступ тем, у кого нет соответствующего ключа или чипа. Ситуация, когда можно законно воспользоваться чужим контейнером, сводится к нескольким вариантам. Либо есть прямое письменное согласие вашего соседа, либо вы проживаете в многоквартирном комплексе, где контейнеры официально являются общими для всех арендаторов. Во всех остальных случаях попытка утилизировать мусор через чужой бак рассматривается как нарушение административных правил. Кстати, внимание требуется и к собственным контейнерам. Многие пытаются сэкономить на вывозе, буквально уплотняя отходы, чтобы вместить больше в один бак. Важно здесь учитывать, если крышка вашего контейнера не закрывается полностью из-за переполнения, служба вывоза может отказать его забирать и назначить дополнительную плату или предупреждение, а в более серьезных случаях, когда это приводит к антисанитарии или загрязнению общественной территории, штрафы могут достигать значительных сумм. В Германии сегодня такие ситуации рассматриваются как нарушение правил обращения с отходами, и их последствия могут быть ощутимыми для бюджета вашего домохозяйства. На этом у меня на сегодня все. Внимательно проверяйте пенсионные уведомления, следите за температурными условиями на дорогах, чтобы избегать спорных штрафных ситуаций, и бережно относитесь к своим сбережениям в условиях новых социальных изменений. Спасибо за просмотр.